Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Внимательно читаю ваши комментарии и радуюсь. Очень приятно, что меня смотрят хорошие и позитивные люди с чувством юмора. На улице травка зеленеет, солнышко блестит, и садово-дачный сезон в разгаре. Активизируются все садисты, то есть садоводы. У меня тоже появляется желание покопаться в земле. Хочется, конечно, поехать отдыхать в теплые страны, но моя зарплата мне сказала: маленькая ты еще, дома посиди. И правительство всех стран туда же. Карантин, все страны закрыты. Поэтому готовимся к садово-огородному сезону, шьем фартук для садовода. Основу можно сделать из старых джинсов. Знаю, что многие мастерицы распарывают эту часть, используют отдельно пояса и карманы. Но и сама по себе эта основа очень хорошо смотрится. Она осталась после пошива всех предыдущих проектов. Это когда-то были мои джинсы. Объем талии мне подходит. Будущий фартук может застегнуться на пуговичку. Но, сами понимаете, женская талия – это величина переменная, а в некоторых случаях даже и необъятная. И бывает, что на улице холодно, тогда фартук надеваем поверх одежды. Поэтому застежку немного продолжим. Из всей джинсовой массы остались у меня самые няшки-вкусняшки, карманы и обрезки. Вот их тоже будем использовать. Видите, накидала куски примерно в том порядке, как они могут быть в готовом изделии. Все-таки режем небольшой кусок ткани, а собираем шедевр из мелких деталей. И многие из них самой причудливой формы. Смотрите сами. Некоторые детали пришлось подрезать. Будем дальше изобретать. В этом фартуке я планирую работать в своем саду, не во дворце английской королевы щеголять. Поэтому решила сильно со швами не заморачиваться, шить так, как получится. Шитье фартука начинаем с верхней части. У меня не было большого куска. Когда б вы знали, из какого сора. 2 обрезка наложила внахлёст один на другой. А сейчас просто самыми простыми швами я их буду соединять. Есть такая японская техника шитья, называется бора. Она как раз предусматривает, что вот так ткани соединяются, а потом нарочито грубыми стежками вручную какими-нибудь контрастными нитками делаются еще дополнительные швы. И как раз в этом заключается весь декор. Не знаю, буду такую делать или нет для простого садового фартука. Но хотя бы прострочу на швейной машинке простой строчкой. Я не настолько японка. Мне не хочется, чтобы это было совсем бора-бора. Я возьму цвет ниток под цвет ткани. Есть вот у меня такие серенькие, как раз совпадают. После того, как соединили детали верха фартука, будем делать обтачку. Для начала мы сделаем обтачку самого верхнего среза. Огород – это 3 в одном: солярий, фитнес и тренажерный зал. Просто бейкой обошьем, а дальше подготовленную бейку пришьем по 2 сторонам нагрудничка, а вверху сделаем длинную петлю. Все, нагрудничек готов. Ну а это, девочки, уже собираю нижнюю часть фартука. Чувствую, что мастер-класс будет у меня из той серии «Делай, как я, но не повторяй моих ошибок». Поэтому делаю, как делается, а вы, когда будете свое шить, уже учтете все мои ошибки.
Нижнюю часть лучше подровнять. А теперь будем накладывать лоскуточки, надставлять и просто пришивать их внахлёст. После долгого отсутствия пришли на огород. Картошка вся заросла коноплей. Что выпалывать? Все-таки показываю, как я работаю за швейной машинкой. Эту часть я присоединила, проложила 2 строчки. Сверху настрочила этот карман. 1 строчку уже сделала, сейчас прокладываю еще 1. Думаю, в принципе, будет достаточно здесь 2 строчек. Если надо будет, можно пройти зигзагообразной строчкой. Кстати, вы в курсе, что петрушку признали наркотиком? Нижнюю часть фартука, сколько смогла, увеличила нашитыми карманами, сделала вставочки. В общем, я довольна. Немножко, конечно, получилось кривенько, но для фартука, для садовых работ это не столь существенно, а просто шикарно. Тем более, если учесть, из какого материала все это собирала. Это настоящий американский хлопок. Уже наметила места пришивания верхней части. Для начала заколола булавочками. А сейчас сделаем пару строчек на машинке. Шью и шью помаленьку. Нагрудничек на месте. Знаете, я все-таки не люблю открытые срезы. Нижний край фартука надо обшить бейкой. Мне знакомая рассказывала, что как-то в саду она сделала пугало огородное и надела на него свою старую одежду. А потом узнала, что все соседи ходили и с этим пугалом здоровались и обижались, что она в ответ молчит. Дошила фартук. Получился он таким красивым, замечательным. На нем 10 карманов. Думаю, что Анатолий Вассерман, у которого в жилетке 30 карманов, этому фартуку только позавидует. Любимая песня огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я. Заметьте, в этот раз Миша ничего не рекламирует, просто приглашает вас почаще заходить на канал. Смотрите ролики, подписывайтесь, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!